Добрый вечер. Будем потихоньку начинать уже. У нас сегодня достаточно интересная тема — снижение стресса. Попробуем вокруг нее, вокруг этого вопроса при помощи песочной терапии походить. Здесь у нас приготовлены фигурки. Вот мы видим дерево. Здесь у нас звери. Они каждый по паре. Есть взрослый, есть ребенок. Здесь у нас мы видим осьминог, дельфин. Замечательная фигурка моржа. Песочная терапия. Те, кто знаком, особо я не буду распространяться. Вы знаете, есть ящик, есть песок. Это замечательный инструмент в работах со страхами, с различными моментами неуверенности в себе, с излишним ожиданием, возможно, с уровнем ожидания. Будем потихоньку начинать. Все будет происходить в форме истории. Мы ее попробуем сейчас придумать. У нее будет начало, будет завязка. Потом будет определенный сюжет развиваться. Ну и, конечно, будет радостный финал. Что без этого песочная терапия конечной целью — это радостный финал. Здесь у нас очень интересный предмет, с историей очень интересной. Сейчас о нем расскажу чуть-чуть. Значит, это такое ядро, но это природное ядро, которое, не пугайтесь, это когда-то давным-давно из вулкана при извержении вот был выброшен кусок лавы, кусок такой. Он пролетел по воздуху и опустился в воду. Достаточно глубоко в воду он ушел. Вот у нас вода. Это ядро попало в воду. Оно было очень горячее. Долго опускалось на дно. Вокруг кипела вода. Поднимались пузыри воздуха вверх. Где-то уже к середине, еще не достигнув дна, уже оболочка застыла. И на дно упало вот такое ядро. Очень долго оно пролежало там на дне. И в один прекрасный день к нему приплыл дельфин. Он осмотрел его вокруг, плавал вокруг него, двигался, потом остановился, долго смотрел на это ядро. Потом развернулся и уплыл по своим делам. А к ядру спустились ныряльщики, и один из них нашел его, положил в корзину, и это ядро оказалось на суше. У дельфина продолжалась его история. Он перемещался в море, плавал очень долго.
замечательно проводил время, ел рыбу. У него были друзья. Это осьминог и его друг Морж. Они втроем прекрасно проводили время. Как любые морские обитатели, большинство времени они играли. Но иногда получалось так, что бывало и ссорились. Но потом опять собирались и играли вместе. Им было радостно. Они находили себе пищу. Им было достаточно того пространства, в котором они жили. Им было очень комфортно. И на сегодняшний день им очень комфортно. А на суше в это время развивалась своя история. Там выросло большое дерево. У этого дерева были большие листья, большая крона. К нему любил приходить жираф. А также к нему любили приходить носороги. Взрослые носороги и взрослые носороги приводили маленьких детей туда. Это продолжалось достаточно долгое время. Мы знаем, что в Африке также есть хищники у нас. У них тоже были свои дети. И есть свои дети. Они с ними занимались своими делами. И в это же время, на другом конце, у нас верблюд ходил по пустыне, перемещался. Ему было достаточно комфортно тоже. Иногда, конечно, не очень, но достаточно комфортно. Вот, в определенный момент сложилась так ситуация, что все они оказались как будто бы на острове. Каждый из них оказался на острове. Сначала верблюд оказался на острове. Никто не понимал, почему это произошло. И так произошло. Верблюд оказался на острове. Пищи для него было достаточно. Вокруг этого острова плавали дельфины. Там жили осьминоги тоже. Моржи иногда заплывали, иногда выплывали обратно. Мы помним, да, что как-то так получилось, что все вдруг оказались, вдруг земля, вокруг оказалась вода, и все оказались на острове. Где-то это произошло быстрее, где-то произошло медленнее. Кто-то по этому поводу очень сильно переживал. На острове также оказались тигры. В сегодняшнем времени можно сказать, что это Китай. Никто не понимал, почему так произошло. Ну, так произошло. Потом, когда уже начали разбираться, оказалось, что причиной
того, что все оказались на островах, был вирус, который появился в Китае. Китай замечательно справился с этим вопросом, и у них уже на сегодняшний день практически нет заболевших новых, только вылечиваются. Но в других странах звери, в замкнутых даже оказались рыбы и осьминоги вместе в замкнутых пространствах. Всех беспокоил этот вопрос. Но естественным образом получилось так, что сначала это произошло в Китае, потом это произошло и в других местах. И потихоньку ситуация восстановилась. Море переместилось туда, где оно должно было быть. Небо переместилось туда, где оно тоже должно было быть. Небо было сверху. И так оказалось, что то, что пугало сначала, то, что было сначала вулканом, превратилось в солнце, которое освещало все. Тигры переместились сюда. Дельфин, осьминог и морж одно время переместились сюда, потому что море образовалось там, где ему и необходимо быть. И они потом оказались в море. Также продолжали играть. Все звери собрались в одном месте и помогают друг другу. Продолжили свой путь. Естественно, природный. Здесь мы видим, у нас море образовалось. Здесь у нас суша. Звери распределились естественным образом. Никто друг другу не мешал, всем хватило еды. Были водоемы. Здесь у нас небо образовалось. И то, что было когда-то частью вулкана изнутри, стало солнцем. Но оно на самом деле и было солнцем в самом начале, потому что все вокруг нас когда-то было частичками солнца. Такая история. Немножко посмотрите. Нам необходимо будет вернуть все первоначальное состояние для того, чтобы могли происходить новые истории.
На этом наш стрим не заканчивается. Будет еще немножко музыки. Можете остаться, посмотреть, послушать. Разровняем песок для новых историй.